Всем привет! С вами доктор Демченко, и сегодня мы поговорим с вами о таком состоянии, как нестабильность крестцово-подвздошного сустава и таза. Это очень острая проблема, которая чаще всего бывает у женщин после родов или является травматической после падения на попу или приземления на одну ногу. Лечение этого состояния в основном находится в плоскости реабилитации, и сегодня Михаил покажет и расскажет, что делать, если у вас есть такая проблема. Всем привет! Сегодняшняя наша тема – это нестабильность крестцово-подвздошных сочленений. Если мы с вами посмотрим по анатомии, крестец у нас своеобразным клином впивается между двумя подвздошными гребнями. И такое состояние, как нестабильность, это не то, чтобы говорит о том нам, что он действительно начинает как-то излишне сильно двигаться. В целом в этом суставе не так уж и много свободного объема движения. В большей степени мы с вами говорим о каком-то механическом раздражении, либо о несостоятельности самих суставных поверхностей крестцово-подвздошных сочленений, либо окружающих их связок. Вся коварность этой проблемы заключается в том, что она может иррадировать, то есть отдавать боль не только в области крестца, но и также уходить на поясницу и давать отраженную боль ниже по поверхности бедра. В отличие от поясницы, чаще всего такая боль возникает непосредственно во время того, как вы сидите или стоите, то есть находитесь в каком-то статическом положении, которое требует непосредственного механического нагружения самого крестцово-подвздошного сочленения, либо его связок. Для того, чтобы понять, поможет вам эта программа или нет, вам нужно выполнить провокационный тест. Он выполняется при помощи обычного фитнес-круга. Зажимаем его чуть выше колен. И после этого выполняем несколько активных движений, которые обычно вызывают боль. Это либо наклон, либо прогиб, либо перенос веса на одну, либо на другую ногу. Если при этом ваша симптоматика каким-либо образом реагирует на это движение, то в таком случае наша программа вам поможет. Первое упражнение, с которого мы начнем, это подъемы таза, модифицированные при помощи ремня обычного, либо для йоги. Закрепляем его над коленом, так, чтобы можно было отвести ноги примерно на ширину плеч. При этом пятки у нас находятся также на ширине плеч и согнуты колени настолько, чтобы могли дотянуться до пяток кончиками пальцев. Ноги стоят при этом равномерно, стопы стоят достаточно параллельно. После этого мы создаем достаточно сильное усилие на отведение, так, чтобы ремень натянулся. И после этого начинаем медленно выполнять подъем таза, так, чтобы таз сравнялся в одну линию с коленом и плечом. После этого мы выполняем медленный подъем, чтобы крестец коснулся пола, но не расслабляемся в нижней точке. За один подход мы выполняем 10-15 повторений. Одна из ключевых ошибок, когда у нас стопы стоят достаточно широко, а колени при этом как будто бы оказываются завалены вовнутрь. При этом мы можем чувствовать перегруз задней поверхности бедра, либо усиление симптоматики. Для того, чтобы сделать это правильно, поставьте стопы чуть уже, либо чуть расширьте длину ремня, чтобы коленочки могли оказаться немного шире, чем стоят стопы. Вторая ошибка – это недостаточный подъем таза, когда ваших усилий, на первый взгляд, хватает лишь для того, чтобы поднять таз, чтобы он не мог подняться в одну линию вместе с коленом и плечом. В таких условиях вы можете оказать чуть меньше сопротивления на натяжение ремня и поставить руку на талию с двух сторон, для того, чтобы вы могли отслеживать также сенсорно траекторию движения таза и как будто немножко помогая себе руками.
И, наконец, последняя ошибка, когда мы начинаем движение с переразогнутой поясницей. И при этом большая часть объема движения происходит в пояснице, а не за счет разгибания тазобедренных суставов. В данном случае лучшим ориентиром для вас будут руки. Немножко подвигайте таз для того, чтобы найти нейтральное положение и удерживать его на протяжении всего подъема. В большей степени вы должны чувствовать напряжение ягодиц и задней поверхности бедра. Второй уровень сложности этого упражнения, когда мы начинаем уже из положения поднятого таза. В данном случае руки могут быть как на талии, либо могут лежать на полу. После этого мы начинаем поочередно поднимать ноги вверх. В данном варианте не так важно, насколько сильно разгибается колено. Главное условие движения должно быть безболезненное. А положение таза все еще достаточно высоким. Основная ошибка, когда мы выполняем это движение с ротацией таза на опорную ногу. В этом случае лучше использовать руки для того, чтобы контролировать положение таза в пространстве. Третий уровень сложности является очень простой модификацией второго, когда мы начинаем из поднятого таза. Руки у нас полностью висят в воздухе, и при этом таз поднят до конца, и нога выпрямляется только в горизонт. То бишь сходится в одну линию с плоскостью тела. И, наконец, четвертый уровень сложности, когда нога, например, правая у нас изначально уже на полу, мысок натянут на себя. И после этого мы начинаем выполнять подъемы таза так, чтобы нога оставалась разогнутая все время в плоскости тела. Не забывайте, в нижней точке мы не даем полного расслабления. Первый вариант упражнения будет выполняться на четвереньках без дополнительного оборудования. Встаем в упор на локти, так, чтобы у нас опорная нога коленом практически касалась до локтя. Вторая нога у нас при этом немножко находится в отведении. Мы поднимаем ее и как будто толкаем невидимую платформу. При этом используем максимально возможные усилия. Чем выше будет ваша воображаемая платформа, тем лучше будет результат. При этом движении таз не должен наклоняться в одну либо другую сторону. Используйте нейтральное положение. Для усиления эффекта в качестве уровня усложнения вы можете использовать обычную резинку.
Для удобства рекомендую вам обычной петлей закрепить ее на середине стопы. А второй конец нацепить на локоть противоположного локтя. И после этого выполнять то же самое движение. Второй уровень сложности этого упражнения будет полноценным выпадом назад. Мы также оставляем руки на талии для того, чтобы контролировать положение корпуса. Переносим вес на немного согнутую ногу и начинаем также уводить ногу назад, при этом стараясь полностью опустить колено в пол. При этом колено может немного выходить за носок, это не будет являться ошибкой. Однако вес должен быть распределен на всю стопу равномерно. Типовой ошибкой либо боковой наклон корпуса, либо завал колена вовнутрь. Если вы не можете достаточно хорошо контролировать положение корпуса либо колена, используйте неполную амплитуду, чтобы постепенно научиться удерживать колено или таз на протяжении всей амплитуды движения. И, наконец, третий вариант усиления, когда мы с вами используем дополнительное сопротивление. В данном случае это будет обычный амортизатор. Конечно же, вы можете использовать также подручные гантели или гири. Но резина будет самым лучшим вариантом, потому что имеет переменное сопротивление на всей амплитуде, что будет для нас гораздо важнее и интереснее. Мы выполняем то же самое движение. Нацепляем резинку на опорную стопу и протягиваем верхний ее край через локти, удерживая их на высоте уровня плеч. После этого осуществляем такой же выпад. Итак, как же будет строиться наша программа? В подъеме таза мы выбираем необходимый уровень нам сложности, при котором мы можем выполнить примерно 10 повторений. Мы выполняем упражнения 2-3 подхода, так, чтобы нам было достаточно тяжело, но при этом вы могли его выполнить качественно и не испытывали сильный тремор, то есть тряску конечностей во время движения. Выпад вы используете на каждую сторону, то есть на левую и правую ногу, также на уровне примерно 10 повторений. И на том уровне сложности, который вы сейчас в состоянии выполнить. Нет ничего страшного, если вы не можете выполнить 10 повторений. Уже 6-7 будет достаточно. Но при этом программу нужно будет выполнять не 2 раза в день, а хотя бы 3-4, для того, чтобы все равно быстро нагнать хороший результат. Итого у нас получается примерно по 6-8 рабочих подходов, которые нужно выполнять 2 раза в день. Также, если вы испытываете одностороннюю боль по тазу или по ноге, то вы добавляете также 1-2 подхода в эту программу одностороннего упражнения, выполненного на четвереньках, также необходимого для вас уровня сложности. Ощутимый результат вы должны почувствовать уже к концу или середине второй недели выполнения упражнений. Это будет означать о том, что у вас хороший прогноз, и вам следует выполнить эту программу хотя бы от 6 до 8 недель, а желательно пройти полный курс до 12 недель, либо до тех пор, пока вы не сможете выполнить последний уровень сложности примерно на 10-15 повторениях. Если же ваша проблема не смогла сдвинуться с места, то, скорее всего, она многокомпонентна и требует более детального разбора. И, наконец, в редких случаях бывает так, что при усилении отведения в подъеме таза человек начинает испытывать вместо облегчения усиление симптоматики. В этом нет ничего страшного. В некоторых редких случаях вам будет помогать не отведение бедра и усиление этого движения, а его приведение. В таком случае на первом уровне сложности вместо того, чтобы использовать ремень, возьмите небольшой фитнес-кубик и так же, как и на тесте, удерживайте его между колен с достаточным усилием и выполняйте подъемы таза.